Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Crypto Gamers. В этом видео поговорим про новую NFT-игру, которая находится в сети NIR, и это Xverse. Проект интересен тем, что он хочет побить таких мастодонтов, как Fortnite и как PUBG. То есть игра находится в жанре королевская битва. Лично для меня это один из самых интересных жанров, потому что короткие сессии, большое количество удовольствия, фана, которое можно получить из вот этих игр. Плюс различные стратегии, когда вы можете телепортироваться на окраины карт, у вас будет меньше стартового экшена, меньше соперников. За счет этого постепенно будете перемещаться к центру карты, и у вас больше шансов зайти в топ. Либо когда вы супер скиллованный игрок, вы телепортируетесь прямо в самый центр, там большое количество заруб, больше дропа, и вы, соответственно, за счет этого можете получить стартовое преимущество, и у вас будет шансы зайти в топ. Тут, конечно, уже каждый игрок выбирает сам, как он будет действовать, потому что одно дело, когда вы играете просто для удовольствия, второе, когда вы еще на этом можете зарабатывать. Поэтому тут, я думаю, будет играть еще определенные сложности. Если разработчики смогут откусить лакомый кусочек с этих проектов, как Fortnite, PUBG, это, конечно, будет большой прорыв не только для них, но и для блокчейн-игр, потому что все больше и больше потихонечку перебегают с одних игр, да, обычных, как можно уже назвать, в такие AAA проекты на блокчейне. Визуально игра, конечно, больше похожа для меня лично на Fortnite, чем на PUBG, потому что больше такой мультяжный стиль. То есть, конечно, вот здесь прям, да, чувствуется такой прям Fortnite. Плюс есть вот еще скриншот биомов, то есть пустыня, есть как будто такой лес, джунгли. Тут как будто это болото. Поэтому, когда, как в Fortnite, буду тут приводить пример именно этот проект, потому что на самом деле мне и визуально, и геймплейная составляющая, естественно, больше напоминает Fortnite. Но PUBG, естественно, стоит тоже учитывать, потому что у него и своя база фанатов, и это все-таки королевская битва. Игра будет базирована как free-to-play, но можно будет зарабатывать и бесплатно, но там какие-то, я думаю, будут копейки. Естественно, про заработки будем говорить уже, когда проект выйдет. Основная фишка заработка будет идти с NFT. Это скины. Скины будут давать только визуальную составляющую, никаких бонусов в виде ХП, урона, скорости они давать ничего не будут. Это просто кастомизация, которая позволяет вам получить уникальный внешний вид и плюс, соответственно, больше заработка. Чем у вас более редкий скин, тем больше токенов вы будете получать за игровую сессию. Но если вы будете заходить именно в топы. Про топы поговорим чуть позже. Перед основным разбором проекта огромная просьба поставить лайк, написать коммент, потому что это очень сильно помогает в продвижении контента. Плюс буквально через пару дней будет анонс стрима, на котором мы подведем итоги самых активных YouTube пользователей, которые написали большее количество комментариев, и разыграю какие-то ништяки прямо на стриме. То есть скины, как вы видите, всякие, да, есть, конечно, такие прикольные, как, ну, это общий скин, да, это, походу, комонка. Ну, комонки сразу видно, что они реально комонки. Плюс оружие тоже будет иметь скины свои уникальные. В игре сейчас есть предпродажа Xverse Pass. Давайте посмотрим, что он дает. Это сезонный пожизненный абонемент, то есть каждый раз, когда будет запускаться сезоны, там, не знаю, 2 недели, либо месяц, у нас будет уже пожизненный абонемент, то есть мы не будем каждый раз покупать. Кто не знает, Battle Pass, они дают определенное количество времени, какие-то бонусы за активности в игре. То есть обычно это 2 шкалы, это бесплатное, там мы получаем в основном слабый дроп, а если у нас есть Battle Pass купленный, там огромное количество дополнительных ништяков в виде скинов, токенов, ну, всяких эмоций, да, это зависит от того, что хотят разработчики там внести, потому что каждый проект, он имеет разное наполнение этих Battle Pass'ов. То есть, как минимум, если мы покупаем сейчас, у нас уже есть пожизненный абонемент. Плюс ранний доступ к тестовой игре, плюс легендарные скины только для обладателей Xverse Pass. То есть, если мы покупаем Xverse Pass, как минимум мы получим себе легендарный скин, а с него заработок какой-то уже больше. Плюс более высокий процент токенов, я так понимаю, к заработку будет. Ну, как минимум, этот именно Xverse Pass, крутая тема. Кому интересно, можете посмотреть, да, можете купить. Ну, если вам проект, конечно, понравится, и вы будете, в принципе, в него играть. Потому что это имеет смысл только для игроков, которые будут реально играть. Самые интересные активности, если посмотреть дорожную карту, они будут у нас на 4-й
либо первый квартал 2023 года, потому что это альфа-версия игры, это распродажа NFT-персонажей, запуск тестовой версии, плюс бета-версия, запуск стейкинга токенов и запуск основной сети. Токеномика, друзья, можете внимательно изучить, я в этом на самом деле не особо силен, поэтому особо никогда и не разбираю. Из партнеров, естественно, это NIR, это Human Guild, Paras. Ну, конечно, Human Guild и NIR уже супер крутые партнеры, плюс команда, большое количество сотрудников, все имена, все можно посмотреть, кто чем занимался, есть консультанты, руководитель издательства отдела Sandbox, как минимум. Ну и давайте посмотрим, наверное, одно из самых интересных, это как выглядит игра геймплей демо. Вот как я уже говорил, игра больше напоминает Fortnite. Во-первых, потому что у нее не вид, да, из глаз, а вид со спины. Плюс, видите, уже можно посмотреть то, что есть уникальные способности у персонажей. То есть это такой своеобразный дэш. Плюс вот силовое поле. Мы будем собирать не только оружие, которое будет разбросано по карте, но и способности. За счет этих способностей у нас тоже будут определенные бусты. То есть мы можем там, есть левитация, есть невидимости. То есть это мы тоже можем посмотреть чуть позже. В white paper все это присутствует. Графика Unreal Engine 5. Лично мне визуал нравится игры. То есть картинка супер приятная. Видно, что над игрой стараются. Есть транспорт. Ну, сейчас, на самом деле, без транспорта тоже никуда в этих играх, потому что карты большие. Если мы можем только бегать, это, конечно, будет максимально так себе. Тем более, если брать как больше Fortnite, там транспорт реально больше для удовольствия. Там катаешься, врезаешься, пофиг. В том же самом PUBG, как бы транспорт как-то я меньше всегда использовал, потому что там зачастую тебя могут очень легко в нем снять. Особенно если игроки попадаются какие-то супер крутые, какие-то задроты. Такой скейтборд, как из «Назад в будущего». Как вы понимаете, снайперки, гранатометы, автоматы, дробовики, пистолеты. То есть оружие, в принципе, пока наполнено, то, что я видел, так больше плюс-минус стандартное. Да? Вот есть какие-то гранатометы. Напишите, друзья, в комментариях, как вам вообще такая графика, нравится, нет? В Fortnite она больше мультяжная. То есть, я думаю, да, уже видите примерно отличие, как минимум. Так, давайте, вот, кстати, невидимость. Только не очень понятно, насколько будет плохо тебя видно. Либо твои контуры будут видно, либо тебя вообще не будет видно. Потому что если это полная неуязвимость, точнее, полная невидимость, это как минимум может быть жестко. Потому что подкрасться со спины с дробовиком, либо вот там с пистолета раз сразу в голову. Так, давайте, наверное, чуть мотанем. Бегаем пока больше по пустыне тут. Прям весь... О, кстати, вот это вроде как то ли левитация, то либо дэш он сделал такой. Потому что из способностей написано, что левитация имеется. Но вот эта левитация больше похоже, как будто он дэшнулся в воздух и за счет этого отлетел. Потому что если это такая левитация, да, то она, кажется, больше уязвимость создает, потому что когда ты будешь так лететь, тебе, скорее всего, легко будет снять. Но это уже зависит, конечно, от скилловых игроков. Конечно, таких проектов не хватает сейчас определенно, в которых можно реально получать удовольствие. Кстати, Dash выглядит каким-то тоже имбовым, потому что, во-первых, вы можете менять позиции с невыгодных. Плюс, если у вас есть дробовик, пару дэшей сделать и застать своего противника врасплох. Игровая сессия, кстати, будет включать в себя 100 игроков. Представляете, если 100 игроков будет там и дэшиться, летать, то есть это прям экшен будет реально супер динамичный. Напоминает, наверное, какие-то старые там и Doom и так далее, квейки, да, вот чем-то мне напоминает вот эти дэши, все это движуха. Так, ладно, давайте с роликом закончим. Xverse будет позиционироваться еще как метавселенная. То есть сейчас, на самом деле, без метавселенной как-то выглядят проекты почему-то уже слабо, потому что игры выходят, но у них рано или поздно применение NFT имеет спад. И метавселенная позволяет как бы задействовать ваши какие-то скины,
ваши NFT в других проектах. Посмотрим, конечно, как будет реализовано все это здесь, потому что пока основная игра это Xverse. Про другие можно, в принципе, не упоминать. Из интересного, как будет распределяться награды. То есть игровая сессия это 100 игроков, награды будут делиться топ-10, топ-3 и топ-1. То есть топ-10 токены, общие фрагменты и общие необычные ключи. В игре будут присутствовать сундуки у нас, сундуки с сокровищами, в которых можно будет что-то получать. Чем более редкий ключ у нас имеется, тем, соответственно, мы можем открыть более топовый сундук. Из того, что я хотел отметить, в игре мы можем получать фрагменты. Фрагменты это часть NFT. То есть, допустим, мы там free-to-play игрок, собираем фрагменты, потом эти фрагменты объединяем в какой-то скин, который мы смогли получить, и его можно продать. Либо, если не free-to-play игрок, да, со временем собираем себе скин, потом за счет этого скина можем зарабатывать. Наши скины, что немаловажно, имеют прочность. То есть, после того, как они истратят свою долговечность, на них зарабатывать нельзя. Что это значит? То, что не было переизбытка этих скинов, со временем они будут уже не приносить доход. Поэтому там отыграли какое-то количество боев и считай скин уже как бы в утиль. За счет новых фрагментов можно будет получать дополнительно как раз таки опять скины. Тем самым, кто будет играть, может получать такую циркуляцию. Всякие различные события, что интересно. Режимы, кстати, игры. Режимов в игре будет, я так понимаю, они будут дополняться. Их уже, в принципе, анонсировано довольно-таки хорошее количество. То есть это PvE какие-то режимы, это события, натиск орды. Один из, я считаю, очень интересных режимов. Это когда нам нужно будет продержаться определенное количество, точнее, определенное количество, а максимальное количество волн. То есть мы будем там обороняться, нас будет нападать неизвестно там кто, зомби, не зомби, уже бог с ним. Мы будем обороняться, из-за количества вот этих волн мы будем получать в конце большую награду. Плюс ежедневные миссии, будут всякие события, турниры, игра будет позиционироваться еще как под киберспортивную составляющую. Плюс рейды. То есть можно будет объединяться в гильдии, убивать каких-то боссов, за это получать еще себе дополнительные плюшки. То есть это, конечно, как вы понимаете, все максимально интересно. Пока анонсировано 10 видов оружия, понятно, что они могут дополняться со временем, возможно, будут какие-то уникальные, временные и так далее. Есть огнеметы, базуки, гранаты, гранатометы, винтовки, пулеметы, дробовики и так далее. То есть каждый игрок найдет под себя какую-то интересную концепцию, где он может стрелять, получать какой-то фан и, соответственно, заработок. Вот такой вот проект, друзья. Когда смогу уже именно потестировать его, поиграть, конечно, будем уже давать более такое мнение по игровому процессу, потому что визуально игра реально клевая. Не знаю, что вы думаете, да, напишите в комментариях, потому что будет интересно почитать. Пока, кому интересно, можете приобрести Xverse Pass и, соответственно, уже ждать ближе к выходу. На этом все, друзья. Всем спасибо и удачи!